Если вы превосходите кого-то, это не должно вызывать к нему презрение. Добрая снисходительность – вот это эталонное чувство. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Liquid Gold. На нижней позиции начинает бойко. Генерал Принц Кассат, скрытая армия Гла. Сверху дает старт шестикратный финалист мировой серии и трехкратный чемпион мира Big Size. Генерал Гла, Доктор Тракс, токсиновые войска. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Сайз и Бойко часто играют между собой, гла-челленджи у них частое явление. Итак, у нас второй сет, до 6 побед, счет 4-3 в пользу Big Size. Получится ли у Бойки сравнять счет, мы с вами сейчас и увидим. Ну что ж, давненько карта Liquid Gold не было у меня на канале. Карта достаточно большая, очень много вышек на карте. Если я не ошибаюсь, вышек в районе 9 штук. Достаточно много. Конечно, по сравнению с Oil Rampage не сравнится, но тем не менее. Карта не только вышками богата, но и ресурсами в том числе. Коробочек разбросано много в центре, есть нефтепереработка, ну и по 2 ресурсных дока, естественно, у каждого из бойцов. Естественно, уже начинают бойцы занимать центральные позиции. Каждый из игроков дал по норке. Есть норка у Бойки, есть норка у Сайза. Сайз тем временем уже ракетчиков по домикам рассаживает. Есть рабочий, но рабочий пока просто стоит. Ну, конечно же, в скором времени, возможно, даст ресурсный центр в центральной части карты. Тем временем Бойко дал позицию справа, начинает через контрол настреливать вышку, чтобы Сайз ее в будущем не занимал, а сам поехал техничкой вперед. Там есть ракетчик, но ракетчик этот, естественно, от технички будет отлетать. Так Бойко еще и привез, слушайте, рабочего. Есть также ракетчики ответно, есть ракетчики у Сайза, но Бойко всех передавливает. Настреливает при этом по вышке, но мне кажется, что стоит ее все-таки попробовать захватить, если захваты изучены. А захваты как раз-таки изучены. Есть стелсный ребель, который уже захватил себе вышку в центре. Тем временем техничка сливается на токсиновой норке. Также есть захваченная у Бойки вышка уже на мейне. И справа также есть вышка. Сайз пока еще ничего не захватывает. Он пока работает по юнитам своего соперника. Я думаю, что захватывать в скором времени он также будет. Вопрос, Бойко даст ли это сделать. Смотрите-ка, не стал уничтожать вышку справа сверху, можно сказать, у Big Size на мейне. Решил ее восстановить. Я думаю, что скоро будет здесь захват. Да, все верно, ребель прибежал. Захват изучен и будет сейчас пробовать ее себе забирать. Сайз катается техничками. Есть еще одна норка рядом с ресурсным центром. Техничка здесь прокатывалась. Еще одна течь идет. Будет пытаться рабочих отменять, не давать здесь добывать. Минус рабочие и, соответственно, отмена постройки норы. Минус рабочие на ресурсном центре. Слушайте, всех рабочих здесь пособирал. Хорошая техничка. Отработала, я считаю, себя на все 100%. И слушайте, и захватил вышку. Захватил вышку, все-таки справа дает еще одну норку. Тем временем Сайз вышки захватывает. Одна захватывается точно. Здесь также на мейне тоже вышка захватывается. Ну а справа пока только дает позицию. Бойко дает ресурсный центр. Слушайте, справа и ресурсный центр на центральной части карты. Так это получается, что сейчас в 4 ресурсных центра будет добывать. Так у него еще и 3 вышки есть. Вот так-то, экономика достаточно большая. Big Size также дает ресурсный центр на центральных позициях. Здесь тоже будет пытаться добывать. Технички от Бойки катаются. Сайз вышку еще одну захватывает. Ракетчики пока что рассаживаются. Плюс какая-то часть идет в норку. И тем временем технички от Бойки приезжают к Сайзу на базу. Но тем временем уже здесь вышка захвачена. Пустанулся Сайз на 1000. Но вышка уничтожается, потому что Сайз ее не починил. Пытаются войска Бойки зажать с двух сторон. Есть техничка, есть танк Скорпион, но ракетчиков слишком много. Скрапики попробовать бы пособирать, но не удается. Сайз все видит, Сайз все отменяет, но юниты свои сейчас, как и вышку, потерял. Подъезжает Бойко под военный завод. Сразу же высаживается. Слушайте, один скрапик все-таки Бойко забрал. Подъезжает под ресурсный, просто уничтожает Сайзу всех рабочих. Танки Скорпионы пошли в дело. Настреливая здесь Сайз, минус течь.
Так, тем временем по пехоте также отработал. 2 ракетчика в минус. Пытался опять Бойко скраб забрать. Не вышло. Техничка с 2 лычками. Пытается пробить военный завод. Но такая мини-армия, ну даже это армия, наверное, не назовешь. Будет бить завод очень долго. Естественно, что Сайс с этим совсем справляется. Но опять же не без потерь. Вновь потеря танка Скорпиона. Пытается Сайс, слушайте, себе перехватить вышку у Бойки. Справа тут Сайс поставил маяк, типа, что вышку ему убили. Но теперь он перехватит у Бойки. Да, вроде как даже и удастся. Есть тут какая-то армия, чтобы остановить атаку Квада, который мог бы уничтожить Репеля. Соответственно, и уничтожается сразу рабочий, чтобы еще больше позиций здесь не дать в виде норок. Токсотрактор приехал блокировать ресурсный центр Сайзу, расплескивая здесь токсины. И, в принципе, удается. Да, минус рабочие, а норки, естественно, на Токсотрактор не реагируют. Сайз пошел в атаку по левому флангу. Бойко качает по-прежнему справа и даже себе захватил НПЗ. Сайт подступает. Минус нора. В принципе, здесь все также позиции были уничтожены. Сайт себе вышку перехватил у Бойки и пробивается ресурсный центр. Мне кажется, Бойке было бы выгодно сейчас его бы распродать, но уже не удастся. Все, до талого он уничтожается. Тем временем техничка катается по базе, возвращается куда-то на центр. Возможно, сюда поедет на сапплай прокатываться, уничтожать рабочих. И сколько заводов? А заводов у Сайса уже 3. Он вовсю спамит танки Скорпионы. А это подрыв. Да, все верно. Это подрывнички и минус вышка. Так, тем временем Токсотрактор здесь прокатился, выселили ракетчика из домика. Ну и все позиции здесь Бойки также закрываются. Ну и что ж, посмотреть, если по мини-карте, то сейчас Сайс намного, мне кажется, лучше себя чувствует. Разве что сюда ресурсно не дал, а вот как раз-таки и атака. Атака, наверное, с таким расчетом, чтобы потом дать как раз-таки сапплай. Ну и пошел вперед, одна норка попадает под раздачу. Будет закрываться, это факт. А Бойко тем временем уже вышел в рокетбаге. Будет пробовать эту армию останавливать. Пробивается ресурсный центр. Один танк Скорпион как раз таки заехал сюда направо. Ой, слушайте, они подрывники ли это? Ну не вышло. Не вышло более лучше заехать. Всего лишь только один танк был потерян у Сайза. Ну и распродажа. Пошла распродажа. Слева тем временем ракетчики идут вперед. Будут пытаться уничтожать вышку. Очень много рокетбаги. Танки Скорпиона вышли. Вроде как и прогнали. Но сдалека сейчас будут настреливать. И, естественно, будут эти танки теряться. Квады поближе подвести бы, уничтожить ракетчиков. Справа тем временем Сайс пытается дальше продолжать наступать. Ракетчиков бы увести, конечно, надо было. На норке просто сливаются. Очень хороший домик, очень много пехоты в нем сидит. И Сайс отступает и дает свой ресурсный центр. МПЗ можно было бы перехватить, либо уничтожить. Но вот перехватить Токсу было бы, наверное, все-таки выгоднее. У него рокетбаги достаточно дорого стоят. И нефтепереработка могла бы решить эту проблему. И дается дворец у верхнего гла. У Бойки, естественно, этот дворец уже давно установлен, так как есть рокетбаги на карте сейчас. Джарман Кэл здесь работает у нижнего гла, пробивается потихоньку Бойко обратно на свои позиции, которые Сайс вероломно, скажем так, себе забрал. Через рокетбаги работает Бойко, пробивает норы. Сайс поехал танками-скорпионами пробовать защищаться, но все попытки тщетные. Рокетбаги очень больно настреливать, поэтому нужно отступать, нужно самому уже заканчивать постройку дворца и выходить в те же самые рокетбаги. Осталось буквально чуть-чуть, я думаю, что Сайс начнет также их спамить. Перехватил при этом при всем себе нефтепереработку. Естественно, сейчас будет скидочка. У Токса рокетбаги подороже стоят, но эта скидка эту проблему решит. Вновь вышел Сайс и сразу же обратно уходит. Пытается хоть минимально как-то баги отогнать, чтобы успеть наспамить свои. Дворец готов. Выход в черные рынки и ставится командный центр. У каждого из бойцов уже 3-й ранг, у Бойки так вообще уже 4-й. Он пробивает позиции, выходят опять танки Скорпионы, но позиции теряет Сайс. И очень много уже позиций своих потерял. Так, тут Джарман отработал танк Скорпион. При этом танк Скорпион уничтожил рабочего. Очень близко уже Бойко подходит. И мне кажется, уже пора гнать квад сюда. Да, все верно. Просто уничтожать рабочих, уничтожать ракетчиков, чтобы баги могли спокойно пройти. А уничтожение рабочих, естественно, не даст Сайзу добывать. Джарман тут бегает, и, интересно, Джарман стоит, соответственно, пачка проехать не может, чтобы защищаться. Сайс вынужден отступать. Джарман отрабатывает тем временем рабочих, Сайс их зачем-то выводит, а сразу же Бойко через Джармана их уничтожает. Просто, зря тратит свои деньги сейчас Сайс.
пытается каким-то образом здесь противостоять. Слушайте, и начались уже рокетбаги от Токса. Вот эту норку надо бы до конца бы уже закрыть. Бойко очень хорошо наступает на самом деле. Сайс худо-бедно как-то отбивается, но все равно потери достаточно большие. В принципе, и Бойко тоже имеет потери со своей стороны. Ну, я думаю, что вот этот ресурсный центр будет добит, хотя рабочий здесь его, в принципе, чинит. И вроде бы как даже Сайсы пробует как-то отогнать противника от своих границ. Но Бойко все равно достаточно настойчив, идет вперед, продолжает свое наступление. Опять работает Джарман и снова минус рабочий. И Бойко тем временем возвращает свой ресурсный центр обратно, отстраивает его. Ну и почти уже добил сапплай Сайзу Бойко. Справа позиции, кстати говоря, у Бойки хорошие есть. Можно пробовать еще здесь добычу сократить. Но пока вся армия нижнего Гла идет по левому флангу. И в принципе, да, удается. Сапплай закрыл. Норы сокращаются. У Сайза еще, кстати говоря, здесь такое наглое развитие от Бойки. То есть есть две норки стелсные, в бункере ракетчики сидят, даже рабочие, и вышка захвачена. Вот эти позиции было бы лучше бы, конечно, убрать. Оттуда столько может всего вылезти. Но пока Сайз занят тем, что отбивается на центре. Ну, как сказать, отбивается. Скорее терпит атаку. Никак пока не удается ее остановить. Бойко прет со страшной силой. Сапплай свой поставил. Джарман на Джармана, я так понимаю, здесь, да, это Джарман от Сайза, вот этот Джарман от Бойки. Стоит друг напротив друга, здороваются. Перестрелка рокетбаги продолжается. Еще одна норка. Сайз пока не стреляет, опасается. Он знает, что у Бойки здесь Джарман Келл. Выстрелит Сайзу, и сразу же Джарман от Бойки его уничтожает. Так, ну и попытался Сайз справа подойти к сапплаю, но не выходит. Ракетчики стоят, рокетбаги закрывается. Токса трактор, пожалуйста, приехал, да. Направо и также сокращает добычу. Ну и достаточно неплохо. Всех рабочих здесь уничтожил. Рокетбаги, правда, от Биг Сайза вышли и уничтожили Токса трактор. Но, тем не менее, сейчас придется тратиться вновь на рабочих, чтобы снова добывать справа. Тем временем Бойко продолжает по левому флангу наступать. Вопрос, там случайно скат-штормы не появляются? Конечно же, вот уже каркас на 50% почти готов у стелса скат-шторм. Ну, игра уже перешла в 13-ю минуту, конечно же, уже пора. Отстреливает здесь Джарман от Бойки ракетчиков, подрывников, а Джарман от Сайза просто стоит, скучает почему-то. Биг Сайз его не юзает по какой-то причине, хотя уже давно можно было бы. Вопрос, есть ли сейчас у Сайза радар и есть ли на него апгрейд, чтобы просветить. Ой, наполучал Бойко. Бойко отступил. Ух ты, как ракета какой зигзаг здесь дала. Интересно. Так, отстрель. Ну вот опять, пожалуйста, Бойко отстреливает пехоту. Сайз вообще никак своим Джарманом не реагирует. Ну как же так, Сайз, а? Уже давно можно было бы этого Джармана отстрелить и уже и лычку получить на своего. Был бы уже более прокачан. И вот опять же, слева здесь засаживаются ракетчики. Вот опять выстрел. Вот, наконец-то. Наконец-то Биг Сайз проснулся. Тем временем с домика норка уничтожается. Отстроить до конца не дают. Отстреливается рабочий, пехотинцы Сайзом. Сайз наконец-то начал своего Джармана юзать. Так, тем временем пехота прет на норку. Но норка токсиновая, надо быть аккуратным. Тем временем скрамблер. Ух ты, ребелямбуш токсиновый. Ребелямбуш токсиновый, это, наверное, ну, второй по крутости ребелямбуш вообще, в принципе, у Глашника. Первый, естественно, это демо-амбуш, само собой. Как ни крути. Вот эти позиции до сих пор не дают мне покоя. Уже 15-я минута, а Сайз вообще никак на них не реагирует. Но было бы, на самом деле, неплохо уничтожить норы и перехватить себе обратно вышку. Было бы прям бы замечательно. Вышка осталась у Сайза одна, у Бойки их две. А так бы было бы равно по вышкам, но Сайз занят. Сайз занят тем, что он также ставит скат-шторм. У него достаточно много вторичной экономики. Есть командный центр, а у Бойки уже тем временем 5-й ранг. У него ставится еще один скат-шторм. Также куча вторички и полетела Токса-бомба. Вопрос, куда она сейчас полетит. Ой, тут рокетбаги. Ой, было бы как бы прекрасно, если бы она бы прямо сюда бы и легла. Но она летит дальше, хотя она бы попала. Но Сайз успел убрать своих баги.
А Бойко с помощью токсобомбы просто прекратил здесь добычу. Тем временем баги выходят, уничтожают Норрис. Нор, соответственно, сейчас выйти будет проблематично. Тем временем рабочие бежали с вот этого ресурсного центра и просто погибли на токсинах. Сайс не отконтролировал этот момент, так еще и строительство Скатшторма было отменено. Сайс, наконец, пошел выбивать позиции сверху у себя справа. Тут его законная вышка, и вот, наконец, он собрался с мыслями, собрался с юнитами и попер в бой. Пробивается бункер, закрыл, отлично. Остались только пехотинцы в виде ракетчиков. Бойко отвечает, хочет эту вышку подольше у себя подержать. В центре по-прежнему идет добыча. Токсины не дают добывать Сайзу. Сайз пока еще не может восстановить, точнее отстроить до конца свой Скатшторм. Но он пробивается, все-таки пробивается на этот холм. Уничтожил одну нору, осталась всего лишь одна. Но она, правда, в стелсе. Ее бы вычислить бы каким-нибудь образом. Бойко пошел в наступление опять через центр. Опять по левому флангу. Пробивает Сайзу ресурсный центр. Ну и такими силами, я думаю, что он его до конца и закроет. Да, все верно. Минус ресурсник Сайзу. Пробиваются норки. Сайз, наконец, ощущает позиции справа до конца и, видимо, все-таки хочет эту вышку до конца уничтожать. А зря. Можно было бы ее бы и захватить. Второй Скатшторм от Бойки. Третий Скатшторм строится. Четвертый. Слушайте, ну это заявочка. 4 СВ сейчас на карте появится от Красного Гла. Но Сайз тоже на месте не стоит и добавляет еще строительство одного СВ. Ну а то, которое раньше точнее, было не отстроено, он начинает все-таки достраивать. Справа ресурсы кончились, можно, в принципе, ресурсник распродать. А Сайз пошел в атаку. Наконец-то он долго терпел здесь вот эту атаку слева. Но вроде бы как отбился, либо просто Бойко прекратил натиск. Но у него тут СВ во все, у него СВ и очень много нор. Он дефается и ставит супероружие. Будет через него пытаться Сайза вскрывать. Ну, короче говоря, Сайз начал свое наступление, перешел сюда направо, как раз-таки под Скатштормы. Очень много норок и полетела ответная токсобомба от Биг Сайза. Перекрыл здесь 4 норы, это факт. Скатшторм также пока не достраивается, рабочий погиб в токсинах. Ну и ответная атака, ну скорее защита, наверное, на атаку от Бойки. Бойко прогнал рокетбаги Сайзу и отступил обратно в нору. Так, ну 4 норы перекрыл. Одну, кстати говоря, уничтожил. Уничтожать еще одну, но вот эти норки-то свободны. Токсины их не перекрывают, и они отвечают Сайзу сейчас. Сайз по центру катается. Кстати, вот эту баги лучше было бы, наверное, через контрол убить, иначе Бойко просто отсюда выведет какого-нибудь рабочего, но уже не выведет. Потому что норка была уничтожена, но еще одна есть, и открывается скрытая атака как раз-таки под Скатшторм. Но ребелямбуш, ну какой ребелямбуш сейчас от Сайза. Круто на самом деле. Сразу же норка попадает под токсины. Выйти оттуда не предоставляется возможным. Выезжают рокетбаги и будут эту скрытую атаку закрывать. Неудачно в этот раз от Бойки скрытая атака. Но посмотрим, может быть в будущем будет намного лучше. Ну и прет Биг Сайз на этот раз. Кстати говоря, ресурсный центр вновь поставил, который у него был уничтожен. Ну и копай здесь, слушайте. Бойко Сайза отогнал, но Сайз опять возвращается назад. Добавляет еще более тяжелые танки в виде скорпионов. Добавляет квады, добавляет ракетчиков. 2 рабочих прибежали, видимо, сразу же норы строить. Ну и готов Скатшторм. Причем, слушайте, Скатшторм это стелсит свои. Скатшторм это Бойко. А Биг Сайз их никак не отмечает. Ну, это Биг Сайз, вот честно, это грубый игрок. Ему вообще все равно на эти маяки, ему до лампочки в каком порядке какой будет стрелять. Ну, главное все убить на карте, и это единственная, наверное, его задача. Ну и полетел Скатшторм вперед, вопрос куда? Есть дворец, есть вы... Опа, дворец. Бьется дворец, сейчас будет временно ограничено заказ рокетбаги. Тем временем Биг Сайз работает справа, уничтожает позиции. Одна норка была минус домик, и вторая норка также закрывается. Идут танки Скорпионы вперед, будут норочку также до конца закрывать. Ну и все, правый фланг сейчас у Бойки полностью свободен, и можно подходить сюда к этим позициям. Здесь и рынок на пути, здесь и вышка есть, здесь и Скатштормы как раз таки слева стоят. Но Сайз пошел немножко другим путем и натыкается на оборону Бойки. У Бойки здесь и ракетчики, и норки, и квады, и рокетбаги, чего только нету. И есть уже, кстати говоря, второй Скатшторм на подходе, да, и начинается запуск. Тем временем Сайз все-таки, да, закрывает
Черный рынок, точнее Бойки. Да, Сайс наступает, тем временем Бойко. Вопрос, куда бьет? Он бьет... Ага, он бьет по вторичной экономике сейчас верхнего угла. И в принципе неплохо закрыл два черных рынка, но они будут отстраиваться, но пока что они не будут добывать ресурсы. Тем временем Сайс черный рынок Бойки закрыл, а Бойко отбился и еще и уничтожил одну токсиновую норку Биг Сайзу. Ну и идет Бойко вперед опять, пробивая здесь домики, там пехота от Сайза сидела. У Сайза вот много очень... юнитов, и я думаю, было бы неплохо просто пойти ими сюда в наступление. Тут как раз строятся норки, можно было бы это строительство отменять, но против Рокетбаги работать, конечно, очень тяжеловато. Вопрос, строится ли дворец? Да, все верно, и полетела Токсобомба. Токсобомба ровно на юниты, она ложится сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, но сразу же Сайс делает контрмеры. Он сразу же прострелил эти токсины очистил. Повезло на самом деле сейчас. Тем временем выходит по центру. Вот это уже, наверное, можно действительно центром назвать карты. Пытается прогнать здесь Бойко, но Бойко идет. У него хороший микс. Сквады, ракетчики, рокетбаги. Пробиваются здесь все, в принципе, позиции. Но есть пачка достаточно хорошая у Сайза. Можно попробовать, в принципе, здесь пободаться. Плюс еще арт-платформа, кстати говоря, помогает. Дворец обратно Биг Сайз перестроил, поэтому снова будут сейчас у токсинового генерала рокетбаги. 4 скатшторма сейчас у нижнего угла и 2 скатшторма у верхнего. Слушайте, ну 6 скатштормов сейчас на карте. Открывается скрытая атака. Биг Сайз пошел вперед по правому флангу, но тут с двух нор сразу же выходят юниты. Я бы еще отсюда вылез, на самом деле, чтобы просто окружить своего соперника. Скрытая атака закрывается. Сайз подходит, но к черному рынку ему подойти, конечно же, не дадут. Слишком много здесь всего. Бойко на самом деле молодец в этом плане. Мне нравится его вот эта манера ставить норы в тылу базы. То есть как раз таки, где бы сейчас Сайз не развернул свою скрытую атаку, везде есть нора, чтобы на нее ответить. Ну и запуск. Пошел вновь запуск Скатшторма. На этот раз Скатшторм полетел от Биг Сайза. Вопрос, куда он сейчас будет им бить. Ага, повышки по дворцу, по норам, военный завод, казарма здесь. И ответный Скатшторм сразу же. Бойко выходит. У него есть еще и скрытая атака через Лемерямбуш. Правда, закрываются юниты, но хватило этих юнитов, чтобы Скатшторм продамажить. А Скатшторм от Бойки, Скатшторм Сайзу добивает. Так еще и черный рынок, слушайте, забрал. Сейчас закроет, скорее всего, еще один. Летит токсобомба на юниты. Нет, она летит дальше, слушайте. Есть юниты у Сайза. Сайз будет через свою армию закрывать скрытую атаку Бойки, а тем временем токсиновая бомба сейчас летит на военные заводы. Ну и временно будет прекращен спам сейчас. Неплохо на самом деле. Так, а заводов у Бойки, я так понимаю, 3, 1, но с одного спам идет, сюда токсины не достают. В принципе, токсины здесь от Скатшторма-то и кончились. Но есть, слушайте, и 4-й военник, вот он выдвинутый стоит. И уже готов еще один Скатшторм. И потом следом запустится еще один через 15 секунд. Как же это сейчас Сайзу-то пережить? Тем временем Бойко так еще и через рокетбаги наступает. Запуск идет. Вопрос, куда на этот раз? Опять же бьет по Скатшторму. Но закроет ли он его до конца? Вопрос. Да нет же, не закроет. Второй Скатшторм готов. Можно, в принципе, вторым закрыть. Но там есть юниты. Через юниты закрывает второй Скатшторм сейчас Сайзу Бойко. Сайз тем временем наступает по правому флангу. Пробивает здесь позиции. Но Бойко пока не отвечает. Скатшторм! Это Скатшторм, друзья. Через Скатшторм Бойко закрыл атаку Сайзу, и Биг Сайз сдается. Вот такая жирная точка получилась сейчас в этой игре. Шикарно. Очень шикарно получилось на самом деле. Отличная игра от обоих бойцов. В принципе, шли примерно одинаково, но Бойко оказался сильнее. В плане пачки на пачку, и скрытые атаки он проводил достаточно крутые. Скатштормов у него было больше. По созданным юнитам, кстати говоря, одинаково создали, но потерял, естественно, Биг Сайз больше. Ну, проиграл все-таки. По ресурсам собрали примерно одинаково. Зданий построили и уничтожили тоже. Ну, то есть примерно нога в ногу все ж таки. Но тем не менее, Бойко победил, и Бойко сравнял счет.
Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс УБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.